Всем привет и добро пожаловать на канал Гудзик DIY. Меня зовут Катя, и сегодняшнее видео мы снимаем вместе с Аленой Цворик. Мы договорились сделать сказочных новогодних героев. Я выбрала Гринча. Знаю, что очень много поклонников именно у фильма с Джимом Керри в главной роли, но моя дочь просто обожает именно мультик 2018 года. Фильм я ей еще не показывала, наверное, со временем тоже вместе с ней посмотрим. Но от этого милого злодея она просто в восторге. Я взяла некоторые черты от мультяшного Гринча, некоторые от Гринча, которого играл Джим Керри, ну и также брала изображения в интернете и какие-то черты брала от них. Давайте буквально на минуточку заглянем к Алене и будем приступать к мастер-классу. Думаю, большинство моих зрителей знакомы с ее каналом. Совсем недавно Алена сделала вот такую красивую куколку-ангелочка, которую вы без труда сможете повторить, ведь для ее создания вам даже не понадобится швейная машина. Также на канале есть и более простые для воплощения идеи, всеми любимые переделки товаров Fix Price. Ну а сегодня к теме нашего совместного видео зимних сказочных персонажей Алена подготовила мастер-класс по пошиву вот такого обаятельного снеговичка. Ссылку на этот мастер-класс и канал Алены вы найдете в описании под этим видео. Ну а сейчас давайте вернемся к Гринчу и будем приступать. Когда у меня появляется свободное время, я заранее делаю вот такие заготовки из воздушных шариков. Тут, наверное, 7-8 слоев бумаги. Шарик получился очень прочный и не проминается при нажатии. В нижней части делаю отверстия, чтобы вклеить фломастеры. Конечно, вместо них можно взять палочки для суши или несколько бамбуковых шпажек, склеенных между собой. Объем наращиваю фольгой, и получается что-то наподобие куриных окорочков. Длины фломастеров не хватает. У Гринча именно из мультика были непропорционально длинные тонкие ножки. Добавляю длину бумажными соломинками и укрепляю их, вставив внутрь проволоку. Поверх также добавляю проволоку для прочности. Продолжение тела сделала из пластиковой бутылки. Теперь его форма тела напоминает форму лампочки. И если вы не такой уж большой поклонник Гринча, как моя дочь, и не хотите делать такую большую фигурку, а хотите сделать, например, елочную игрушку, то за основу тела можно взять лампочку. А мой Гринч долго не могла придумать, чем же оклеить тело. Мне не хотелось сделать его тканевым, хотела какую-то более необычную поверхность. И вспомнила, что у меня есть мягкая зеленая гофрированная бумага. Она не плотная, не держит форму и не подходит для создания цветов. Первым слоем оклеиваю просто, чтобы закрыть белую основу, а второй слой пропитываю ПВА и сминаю. После высыхания покрываю акриловым лаком. И пока он сохнет, сделаю руки. Это, наверное, самая сложная работа будет на сегодня. Скручиваю пальцы из проволоки и фиксирую нитками, чтобы она не расправлялась. Для того, чтобы придать объем, обматываю лентой.
И у меня получились почти нормальные человеческие ладошки. И нужно сильно удлинить пальцы. Я на протяжении всей работы подглядывала на изображение Гринча, чтобы ничего не упустить. Вот так оклеиваю ладошки в несколько слоев той же бумагой. Голова, как вы уже наверняка догадались, сделана из обычной лампочки. Я нашла картинки именно лица Гринча с разными эмоциями и пыталась повторить форму. Бумагу нарезала бахромой. Не обязательно это делать ровно. Так просто удобнее будет ее разместить на маленькой поверхности, пропитывать клеем и формировать пушистую фактуру. Я в описании к видео оставлю картинку, с которой срисовывала лицо. Сначала я наметила его белым маркером, а затем обвела объемным контуром для создания жемчужин. Наносила краску в 2 слоя, но она светящаяся, полупрозрачная, и поэтому сильно покрасилась от бумаги. Глаза сделала желтым цветом, и они, к счастью, не полиняли от бумаги. Закрашиваю прозрачную краску белым перманентным маркером и черным рисую зрачки. И все черты лица оттеняю простым карандашом. Я хочу, чтобы шубка была объемнее ног, но ткань для нее у меня тонкая, поэтому мне понадобится подложка. Можно приклеить листовой синтепон, но если его нет, можно заменить 2 слоями толстой ткани. Ткань для шубки у меня вот такая красивая, переливистая. Это, наверное, велюр. Вообще, это раньше была Регинкина кофточка, поэтому, конечно, размер отрезков не очень большой. Но мне хватило прямо впритык.
Рукава вырезала в форме вот такой вытянутой трапеции. Я сшивала их на машинке. Можно, конечно, прошить вручную или проклеить. Первый раз пробовала красить мех самостоятельно. Он вроде похож на натуральный, не знаю, получится ли так с искусственным. Красила самой обычной акриловой краской, разведенной водой. Цвет получился бледноватым, можно было, наверное, попробовать добавить краски побольше, но я побоялась, что она склеит и забьет фактуру меха. Резьбу на лампочке заклеиваю толстой тканью и сшиваю маленькую шапочку по размеру. Добавляю челку из зеленого меха и приклеиваю белую опушку на шапку. У меня оставалась длинная полоска меха, и я нарезала ее вот такими квадратиками, чтобы весь ворс смотрел вниз, а не в сторону. Руки приклеила так, чтобы меховая опушка на рукавах совпадала с опушкой на курточке. Добавила мех на шею и уже после этого приклеила голову. Для шарфа подобрала трикотажную ткань в горошек, на которой нарисовала полоски объемным контуром. Обувь я решила делать в самую последнюю очередь, хоть это и не так удобно делать на уже готовой фигурке. Зато понятно, какая она должна быть по размеру. Вырезала подошву из тонкого картона с вытянутыми носами и приклеила небольшое разрезанное пенопластовое яйцо. Фактуру создаю капроном, смоченным в ПВА. Но потом поняла, что проще и быстрее оклеивать сухим капроном несколько слоев, а уже потом пропитать его. Я
Я в ПВА сразу добавила краску и буду пропитывать в несколько слоев. А пока обувь сохнет, займусь подставкой. Ее обязательно нужно хорошенько утяжелить, чтобы гринч стоял устойчиво. Я насыпала мелкие камешки и остальную коробку заполнила мятой бумагой, потому что она из тонкого картона и может проминаться под весом. Обернула ее тканью, это будет нижняя подставка. Верхняя коробочка будет из пенопласта. Это коробочка от защитного стекла для телефона. Мне нужно ее зашпаклевать, потому что на ней есть всякие сколы и царапины. Бортики покрасила красной краской, потому что оклеивать буду лентой, и они будут немного видны. Скрепляю коробочки проволокой и перевязываю лентой, как будто два подарка связаны между собой. Хорошенечко закрепляю ноги проволокой. Мне пришлось обмотать не только обувь, но и нижнюю часть ног. Заливаю бетоном. Можно, конечно, было взять и гипс, но бетон, мне кажется, все-таки будет понадежней. Проволоку просто закрашиваю, а из акриловой шпаклевки делаю снежок. У нас тоже есть аналог Fix Price, правда называется он One Price. Купила вот такой набор шаров с красивым рельефом, специально для таких переделок. Зашкурила и покрыла адгезионным грунтом Otex, в который добавила черный краситель. И крашу его красной краской в 3 слоя. Я специально наношу кистью, чтобы оставались разводы, но если такой эффект вам не нравится, то можно красить губкой. Расписываю точечной росписью, и всего я сделала 2 таких шарика. Один приклею на подставку, а второй будет в руках у Гринча. Еще будет дополнительная опора из толстой проволоки, которая будет скрыта вот такими маленькими подарочками. Я просто оклеила тканью коробочки от лекарств и обернула их лентами, а на самой маленькой нарисовала все тем же объемным контуром. И пока подарки сохнут, закрою проволоку гетрами. У меня была ткань в красную полоску, но я посчитала, что она будет сливаться с подарками, поэтому выбрала зеленую полоску и приклеиваю ее с изнаночной стороны, там где полоски более бледные. Закрепляю дополнительную проволоку и прячу ее в подарки. Я не хочу, чтобы они стояли ровной стопочкой. Мне хочется, чтобы все наворованное Гринчем добро рассыпалось по снегу. К шарикам добавляю колокольчики, листочки, еловые веточки.
В общем, все, что подходит сюда по цветовой гамме. Подарки дополняю бантиками. И решила еще дополнительно заснежить подставку спреем. А шубку хочу дополнить вот такой вязаной тесьмой из красной и зеленой пряжи. Приклеиваю ее по стыку меха, и так получается более аккуратная красивая оборочка. Очень долго я искала перья именно зеленого цвета, но в ближайших магазинах возле дома нужного оттенка так и не нашла, а ехать куда-то ради одних только перьев не хотелось, поэтому купила вот такой цветной набор. Остальные перышки вы, скорее всего, увидите уже в пасхальных работах, ну или если успею, то постараюсь еще и на елочку что-то с ними придумать. И последний штрих. Вклеиваю Гринчу в руки шарик. А чтобы пальцы держались в таком положении, нанесла довольно много термоклея, и потом его можно просто закрасить в цвет рук, а я закрасила его снегом из баллончика. У меня Гринч получился просто очень огромный, аж 60 сантиметров высотой вместе с подставкой. Дочь просто в восторге от него. И кто подписан на мой инстаграм, в курсе, как она контролировала весь процесс его создания. Также еще хотела сказать, что у меня подписчики из разных стран мира. И до Нового года еще достаточно времени. Пока что я делаю такой более нейтральный декор. А уже ближе к самому Новому году обязательно сделаю снегурочку, задекорирую советского Деда Мороза. И у меня еще есть такая идея сделать персонажей с новогодних советских открыток. Помню, мы с мамой раньше собирали такие открытки, и мне очень нравились звери именно художника Зарубина. Так что жду ваших комментариев, будет ли интересна вам данная тема. И еще хочу напомнить, что ссылку на мастер-класс Алены я оставила в описании. Не забудьте заглянуть к ней. Ну и на сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока и до скорой встречи в моих новых роликах.